Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, я не знаю зачем, но сейчас мы будем топить iQOO Z9X, либо по-другому Vivo iQOO Z9X, чтобы проверить его на влагоустойчивость, которой здесь, к слову, и нету. Технически влагозащита здесь есть, просто-напросто она IP64 и не подразумевает ни в коем случае утопления. И смысла я в этом действии, разумеется, вижу мало, с одной стороны. С другой стороны, вот, допустим, вы в чехле пошли и уронили телефон. И телефон вроде пока еще не утонул. Это еще учитывая, что здесь мини-джек есть. Но если вы уронили его без чехла, особо ничего не поменяется. Почему? Потому что в чехле, что без чехла, вот эти Type-C-шники и микрофон вместе с динамиком, они по большому счету открыты. Вас же чехол их не защищает. И вот так вы сможете снимать под водой. Ни в коем случае так делать нельзя, потому что обычно люди, которые покупают бюджетники, не планируют их утопить, но он такой себе бюджетник. То есть сегодня он одних стоит денег, довольно выгодно его можно купить, а завтра какой-то космос. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Vivo iQOO Z9X. Что мы с вами сделаем в этом обзоре? Мы сравним его с Honor 200 по камерам, чтобы вы понимали, что 4К 30 FPS в смартфоне, который стоит в несколько раз дороже, это чуть другое. И здесь не только в сенсоре, и в процессоре, и в ПО дело, а еще во многих разных вещах. Начиная со стабилизации и заканчивая расположением звезд. Я пытаюсь шутить. Если говорить про этот смарт, здесь IPS-экран, плюс ему за это. Сканер отпечатков пальцев в кнопке, для многих это тоже плюс. Он здесь шустрее, этот сканер отпечатков пальцев, чем Huawei Pure 70 Ultra. Сканер отпечатков пальцев в экране. Он здесь тупит больше намного и работает дольше. 500 с лишним тысяч баллов в Antutu легко. Русский язык на борту, Google сервисы тоже, Play Market устанавливаем и все летает. Помимо этого гибридный слот, то есть вы можете карту памяти и сим-карту сюда запихать. Запись разговоров с линии и никакого каплевидного выреза. Здесь во фронталочке дырочка просто. Еще помимо этого мини-джек. И вроде все волшебно. Но, как всегда, не все так прекрасно. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в упаковке из плотного картона. На ней есть название производителя и модели. Плюс, разумеется, краткие характеристики. В комплекте у нас здесь смартфон с защитной пленкой. Разумеется, силиконовый чехол, притом не самый плохой. Блок питания с китайской вилкой на 44 ватта. Кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Краткое руководство и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты или одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Габариты устройства 165 на 76 на 10 мм вместе с блоком камер, а вес 204 грамма. 7 обзоров в неделю выгружаю, чаще больше, плюс ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Условия просты: подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов в комментарии, указать свое имя в телеге, либо в описании своего канала, и подписаться на телеграм-канал скидок. И вы автоматически в розыгрыше. Подписывайтесь на канал с колоколом, перейдем же к обзору. Приобрести Z9X можно в черной, белой и зеленой расцветке. Внешний смартфон слегка отличается от остальных моделей 9-й линейки. Тыльная часть смартфона выполнена из пластмассы, как и рамка, но круто, что Z9X имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP64. В начале ролика вы видели, как он справился у меня с утоплением, но так делать ни в коем случае нельзя, это не IP67 и не IP68. В руке смартфон лежит удобно, да и одной рукой им комфортно пользоваться. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, стереодинамики и микрофоны, один из которых с шумоподавлением. Мини-джек на 3,5 мм на борту, а вот АК-порта не завезли. Для персонализации звучания настроек мало, можно найти предустановки под разные сценарии использования, но на этом все. Стерео, разумеется, есть, но перекос прям лютейший на нижний динамик. Вибромотор тактильно приятный, но не настраиваемый. За эти деньги он хорош. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,72 дюйма с разрешением 2408 на 1080 пикселей с частотой обновления экрана максимум в 120 Гц, интеллектуальным режимом. Ко всему еще можно настроить для каждого приложения герцовку отдельно. Плотность пикселей эталонная для средняка 392 ppi, углы обзора хорошие, по яркости экран выдает на 100% 815 люксов, что просто космос для IPS. В пике экран показывает 1000 люксов. Далее тест на частоту дискретизации касания вы видите на экране, как и тест на мультитач.
Сенсорный отклик не лучший, но на 10 касаний одновременно экран, главное, откликается моментально. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, и я вам скажу, что он работает лучше и быстрее, чем, допустим, в Huawei Pura 70 Ultra или Pura 70. Там сканеры работают в экране намного дольше для разблокировки. При этом можно зарегистрировать здесь до 5 отпечатков пальцев. Распознавание лица срабатывает также хорошо даже под углом. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,2 ГГц, графический процессор Adreno 710, оперативная память LPDDR4X на 8 или 12 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ. Интерфейс Origin OS 4 на базе Android 14 версии. Русский язык в стоке есть, оповещение можно настроить, как и поменять шрифт. Как я радуюсь, когда я говорю Android 14 версии, когда вспоминаю, что у последних Huawei Android 12. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей с функцией Dual 5G, 4G сетей и ниже. Поддержки eSIM нет, как и для китайской версии нет 7 и 20 бенда. И это плохо, кто бы вам что ни говорил. Проблем с датчиком приближения у меня не было, запись разговора на борту и без уведомления собеседника о начале записи, так как это китайская версия смартфона. Bluetooth чип установлен в версии 5.1, Bluetooth кодеков на борту более чем достаточно. NFC смартфон не поддерживает, за что отдельно огромный минус. GPS-тест показывает точность до 4 метров. Емкость аккумулятора 6000 мАч. В PC-марке смартфон выдал очень крутые 10 часов 49 минут. Смарт поддерживает быструю зарядку до 44 Вт и заряжается в среднем у меня за 1 час 10 минут. За 36 минут на 50%, за 50 минут на 70%. Да, это долго, но и батарея большая. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi внимание уходит только 3% заряда. За 1 час в играх в среднем уходит около 15% заряда. Иногда 18%, но особенность в том, что как только вы заходите в игры, которые, по идее, за эти деньги он тянуть не должен, PUBG New State, допустим, он просто сбрасывает яркость до 400 люксов. И плюс-минус в этих диапазонах вы играете. То есть, если играть дома, абсолютно нормально. На улице не потребно. Перейдем же к тестам. Тротлинг тест на 100 потоках при 60 минутах. Он показывает 310 гипсов максимально, 265 гипсов в среднем и 251 гипс минимум. В Geekbench 6 в сингл-коре 939, в мультикоре 2793, в Antutu выдает 525 тысяч попугаев, Storage тест показывает 42 тысячи. Стресс-тест прошел, результаты вы видите на экране. Переходим дальше, к камерам. Основной сенсор Samsung SSL GN1 на 50 мегапикселей с цифровой стабилизацией, апертура 1.8. Фронтальный сенсор на 8 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у основного сенсора 4К 30 FPS. У фронталки 1080p 30 FPS. Короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите. И поймете, что 4К бывают разными. Тоже два смартфона снимают 4К 30 FPS. И Honor 200, такое ощущение, что тормозит. Вообще мораль была сравнение в том, чтобы я вам рассказал, что 4К 30 FPS бывают разные, зависит все от сенсора. Если это смартфон игровой, чаще всего iQOO, это игровые смарты про производительность, они просто по полной программе проигрывают по съемке. Но я, по-моему, поспешу с выводами, но я не вижу здесь разницы в 2 раза, как разница в стоимости. Во всяком случае, возможно, для вас она такой будет. Ультраширик можно включить на Honor 200 и еще и телевик, но здесь они бесполезны. Если же сравнивать фронталки, ну это небо и земля, потому что один 1080p, а второй 4К 30 FPS. И вот так вы сможете себя снимать, посмотрите, как извращается с освещением iQOO. И напоминаю, почему я выбрал эти два смарта в первую очередь. Не для того, чтобы посмотреть, какой Honor молодец. Honor мы еще сравним с чем-нибудь. А для того, чтобы вы увидели, что очень часто вам и не нужны те камеры, которые вам продают, это раз. А два, очень часто вы ошибаетесь, когда считаете, что разрешение, оно всегда решает все. Решают очень сильно алгоритмы. Это как мне сегодня на Huawei Pura 70 написали, там один важный человек сказал, что Android 12 от 14 не отличается. И патчи безопасности не нужны. Это все придумали просто так. Очень странные дела в этом интернете творятся. Мне кажется, что армии ботов не только у каких-то сил
но и параллельно еще и у реальной компании, потому что не может быть такое количество людей, которые верят в сказки, какие-то чудеса, просто невозможные чудеса и невозможные сказки. Ну что, видео 4К 30 FPS против 1080p 30 FPS ночью и без всяких движений. Да, я люблю вот это вот место со светом, которое сразу показывает, как у вас будет что противно отрабатывать. Так сможете себя снимать. Ну смотрите, 4К 30 FPS, и особо ушатывать iQOO я не собираюсь, это даже близко не камерафон. И я его даже сейчас не оправдываю, просто это бюджетный обычный смартфон. И вот так вы сможете снимать на него и на Huawei. На Huawei так интересно, он не вытягивает из темноты с одной стороны, с другой стороны от этого выглядит все довольно прилично. И в целом, ну, паритетом здесь, разумеется, даже близко не. Но ультраширик у Honor никакой. Так что, может, хорошо, что его нету у iQOO. Ну, а фронталка будет иметь примерно вот такое качество ночью. И, как вы понимаете, ночью неважно. Вот сейчас я делаю X1 на Huawei или 0.8 на Honor. Honor Huawei. Honor 200. Honor 100 недавно. Кстати, довольно быстро купили. Honor 100 и 100 Pro быстро ушли. Потому что ценники адекватные. Не на глобалку. Глобалку, конечно, конь. Тоже 4К 30 FPS в день. Два смартфона. Съемка против солнца. Веду максимально плавно их. Я думаю, в течение где-то минуты мы сделаем полный круг. Вы увидите, как вы сможете снимать в условиях очень далеких от идеальных. Почему? Потому что сейчас все залито светом. И это тоже нехорошо. Это вам не рассеянный свет. Только что мы снимали против солнца. Сейчас снимаем солнце позади. И вот так мы сделаем сейчас потихонечку полный круг. Кстати, на Honor еще и не включен шумодав. Ну, немного фронталки в тех же условиях, по большому счету, для того, чтобы понять, что днем снимает все прилично. Вам этого будет достаточно, что что-то все равно снимает лучше. Вам тоже будет этого достаточно. Видите, динамический диапазон у iQOO, как прыгает. Плюс еще рвется картинка, плюс какие-то смазы. Но вполне возможно, будет все уже нормально, когда мы будем смотреть на компьютере, и вы будете видеть эти примеры. Тоже съемка в 4К 60 FPS, ночь, основные модули. И вот так вы сможете снимать на iQOO в сравнении с Honor 200. Насколько хорошо или плохо решать вам. Я не вижу суперской съемки ни на один, ни на второй смартфон. С другой стороны, разумеется... кстати, вот это интересные дела, да? Светочувствительность какая у кого. Напоминаю, что смартфоны оба полностью обновлены. И это как раз вот про ту историю, когда не все решает цена, да? Хотя, с другой стороны, вот посмотрите на деревья позади лошади. И они видны полностью на Honor, но абсолютно не видны на iQOO. То есть iQOO переводит... Ну, он правильно iQOO и делает так-то. Это забавно, да? Здесь сказать, что однозначный лидер Honor, у меня и язык не повернется. У вас повернется? Ну вот в этой ситуации, наверное, да, наверное. Смотрите, если начинаю потихонечку увеличивать ночную съемку, вот потихонечку увеличиваю, здесь даже не нужно включать свойства файла. Здесь и так понятно, что Honor и iQOO. iQOO мало того, что не отработал стабилизатор при съемке, помимо этого шумов просто море, и в целом картинка рядом не была. С другой стороны, мы берем вот эти два основных модуля и удивляемся, что здесь у нас iQOO, а здесь у нас оказывается Honor. Почему? Потому что мне надо было сфотографировать быстро, принесли напитки, достал один смартфон, сфоткал, второй смартфон сфоткал, и фокус Honor потерял. Это говорит о том, что, ну вот, он вырезал стакан для ощущения объема, как они любят с Huawei просто. Хотя выглядит это как дешевый фотошоп слегка. Ну, опять же, у всех свое мнение. Посмотрите, как фотографируют фотоаппараты. Это говорит о том, что не факт, что если у вас будет супердорогой смартфон относительно iQOO, это реально супердорогой смартфон, у вас будет суперфотки. И следующий момент — это 23 мм эквивалент и эквивалент
26 миллиметров. Две фотографии. Я сначала думал поиграться, рассказать вам, вот посмотрите, как они одинаково выглядят, посмотрите, что у нас тут тени, допустим, плюс-минус одинаковые. Здесь цвета натуральные, но а потом подумал, что зачем интрига, когда тут и так все понятно, что при хорошем освещении ультраширике, учитывая, что он не супер стоит, плюс-минус одинаковые. Что мы имеем? iQOO ночью снимает очень плохо, в нормальном освещении может даже на ультраширик делать достойные фотографии такого недешевого средняка. В принципе, все. Исходники фоток скачиваем в моей личной телеге и делаем сами выводы. 4К 30 FPS, еда iQOO Z9X, и вот так вы сможете снимать еду при съемке на смартфон. Если не сравнивать 4К 30 FPS и стоять на месте, очень даже прилично получается. Вот так вы сможете ночь снимать 5 секунд. Чтобы вы поняли, как плохо снимать в 60 FPS, вот это 1080p 60 FPS, а это 4К 30 FPS. То есть вы просто меняете частоту, кто не понимает, как это работает, и у вас более-менее нормальная ночью картинка. По поводу стабилизации, ну вот вы видите сейчас стабилизацию в 4К 60, 4К 30 FPS, вот они 3 часа ночи. Ее не было, а вот сейчас 1080p 30 FPS она есть. И скорее всего, как бы я не хотел этого не признавать, но в данном разрешении вы будете видеть лучшую картинку, чем в 4К 30 FPS с отсутствующей стабилизацией. Такая вот беда. С другой стороны, все эти мои примеры, я говорю, это больше так, по приколу. Почему? Потому что смарты эти для съемок никто не покупает, iQOOшки бюджетные для съемок. Вообще бюджетные смартфоны для съемок никто не покупает. Хотя при желании можно что-то нормальное получить. 1080p 30 FPS, ночные вкусняхи. И не особо вкусняхи, но тоже ночные. 1080p 30 FPS, ночь. Супер плавно двигаю камерой. Минуса нет NFC-модуля, нет бендов, нет ЭК-порта. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Да, это там, где иногда бывает Poco X6 Pro по 19,5 тысяч. Резюмируя довольно просто. Первое. Рекомендовать я могу его только людям, как второй смартфон, и только тем, кто понимает, где у него не будет работать 7 и 20 бенд. Почему? Объясняю. Потому что очень много, вот это второй блок конкурентов у него. Poco M6 Pro, допустим, Redmi 13, Realme 12. В этот ценник, который сейчас его торгует, я его рекомендую брать, разумеется, в ту цену, в которую брал я. Я брал за 14, кто-то брал его за 13. Вот 14 500 это верхний потолок. Да, он классный, да, 500 тысяч баллов в Antutu, да, можно и поиграть, и поснимать, и то, и другое будет без кайфа. Но его вот такая вот лагучесть легкая, я сейчас вам объясню. У него как желейный экран, вот как на этом планшете iPad mini. Если говорить про его особенности, способности и все остальное, смартфон хороший, но iQOO, особенно бюджетные, это не лучший выбор за свои деньги. Это просто очень хорошо. Когда им было интересно, они давали нереальные скидки. Если вы увидите его за 11, конечно, бегите вообще, забывайте про мой обзор и еще что-то и покупайте. В целом, моя позиция вам ясна. Нужен ли вам обзор одним кадром, когда я хожу и рассказываю про смартфон, на сам смартфон? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал личный. Там мы общаемся по поводу того, какие железки еще погонять. Я и Motorola купил, и двое Honor, Honor 200 и 200 Pro. И еще много всего. Сегодня буду гонять Huawei Pure 70 Ultra на пользу стримы. Повторяюсь, девайсу в отрыве от стоимости, да. Если не в отрыве от стоимости, да, только до 14 тысяч рублей. И только для тех, кто понимает, что это за железка, как там настраивать оповещения и все остальные прелести. Однозначно не для перепродажи, а для собственного использования. Добра и удачи вам, дорогие друзья!